Привет, друзья! Сегодня выходной день, я у себя дома. И я решил сделать давно обещанный обзор по картинкам популярной, набирающей популярность модели Edifier R2850DB. Почему по картинкам? В общем, понятно, потому что, как я сказал, у нас в Киеве ее нет, и мне ее не могут просто предоставить для тестов. Но у меня есть полный набор документации, которые эдики мне дали для анализа этой системы. Большое им за это спасибо, и на основании которого я смогу вам о ней рассказать, не видя, так сказать. Лечу по фотографии. Короче говоря, в этой системе, она перед вами, есть очевидное отличие от прототипа, от системы 2800, которая стала весьма популярной за счет большого сравнительно динамика 8-дюймового басового, своих 3 полос, своего уникального среднечастотного динамика, ну, интересно звучащего, так скажем, ну, сравнительно высокой громкости звучания, видимо, и неплохого набора входов, я так полагаю. У нее были очевидные недостатки. Я полагаю, что эдики их ликвидировали в этой модели. Ну, например, ввели Bluetooth, причем не просто так, а сразу IPTX, чтобы не было, не возвращаться уже к этой теме 5.1 версия Bluetooth. Но, на мой взгляд, самым важным и очевидным изменением это замена ужасного трансформатора, понижающего в блоке питания, на импульсный блок питания. Но он гудел, грелся и даже опасно грелся. То есть те колонки 2800 нельзя было оставлять на ночь включенными. Ну, нежелательно, по крайней мере. Это реально пожароопасная штука. А с импульсным блоком питания энергии этого блока наверняка хватает для обеспечения звучания этих колонок. А вот потребление в режиме простое, то есть их не нужно выключать на ночь, потому что потребление соответствует европейским нормам и очевидно не превышает полватта. Такие дела. Но рассмотрим, тем не менее, что производитель заявляет об этой системе. Прежде всего, что это трехполосная полочная акустическая система. Встроенный усилитель класса D с сигнальным процессором, цифровым процессором и электронным кроссовером. Тут бы я хотел остановиться немного, потому что, судя по комментариям, которые продолжают поступать на другие видео, описывающие подобные колонки, человек пишет, что как такое дерьмо вы еще описываете, вы еще анализируете. В частности, с Суховым был у меня длинный выпуск на 1,5 часа, где мы случайно боком задели усилители класса D. Боже, сколько вылилось на нас, ну скажем прямо, на потребу. Как это по-русски? Да. Ну, грязи, в общем, всякой. А почему это все происходит? Люди не понимают, к сожалению, не понимают очевидные вещи. Что я бы хотел сказать? Что усилители класса D в том или иной версии используются во всех про-аудиосистемах. Что говорит, по крайней мере, о том, что это много серьезнее, чем какая-то паршивая домашка, которой мы с вами пользуемся. Не. Ну, я пользуюсь совсем старым. Вы же видите, я старый, что с меня взять? Не берите с меня пример. Этого мне надо все. Ну ладно, домашка, хорошо. Маранс, да, Кена Шивата, хороший парень. Или кто-то хочет сказать, что он тоже дерьмо там или что-то такое. Нет? Руби. Усилитель Руби, Маранс Руби последний, стоит ту его кучу денег, ну много, я не помню сколько, я не разбираюсь в этом всем. Он тоже класса D, ну специфического, допустим, но все равно класса D. Я, кстати, недавно на семинаре был, еще думал выпуск сделать, но не стал. Он длинный, и, в общем, опять куча выльется на это все. Это вот аргументы в пользу класса D, но самое главное касательно нас с вами, то есть лиц, заинтересованных в мультимедиа колонках, если бы не класс D, они бы до сих пор были бы унылым шлаком, который был 10-20 лет назад на полках магазинов, которые вообще нельзя было называть колонками, именно переделки, как метко окрестили их в народе. А это уже колонки, между прочим. Там. Ну, колонки ближнего поля. Ну, например, у них специфическая чеха. То есть в домашних системах такая чеха не прокатит. А где она у меня? Ну вот. 2800. Вот это от производителя чеха. То есть это не я ее делал. Я тоже делал, но это как бы я не имею права делать, снимать АЧХ, кому я уже говорил, но не все понимают. Ну, неважно.
вот это все не очень вписывается в серьезную домашнюю систему, конечно. Но, сори, ребята, эта штука стоит сколько? $300, да, по-моему, 2800 стоит, а не 3000 там. Поэтому и требования другие к ней. И самое главное, вот этот бас сформирован таким образом, чтобы качественно работать в ближнем поле. Именно вовсе не озвучивать там какое-то помещение. Ну, а помещение озвучивают. Они могут ввалить так, что вот там трамвай будет звенеть. Ну, то такое. Еще раз возвращаемся к истокам. Чем славна эта система? Классом D усилителем, Bluetooth 5.1 Quad-Com и IPTX, 150 Вт RMS Total Power. И вот они расписаны на твиттере. Здесь идет 2 по 14 Вт, на мидре среднечастотная 2 по 16 Вт и на басовой динамике 45 Вт. В то же время колоночки 2800, то есть предыдущая модель, то есть прототип, мощности распределялись следующим образом. 2 по 16 на твиттере, 2 по 18 на среднечастотной динамике и 2 по 36 на вуфере, на басовой динамике, что в сумме дает 140 Вт, насколько я помню, где-то здесь было написано. А у этих получается как бы больше, 150 Вт. Но при этом здесь немножко меньше идет на твиттеры и миды, и побольше идет на басовой динамике, из чего я заключаю, что все-таки они, видимо, пересмотрели разделы полос. Ну, возможно, это и нужно было сделать. Мне очень нравился среднечастотный динамик в старой модели. И я задал вопрос, не меняют ли динамики эдики в этой модели, в новой, в 2850, останутся ли прежние. Написал я им такой запрос. Они мне ответили. Следующее. В 2800, в новой версии 2850, новые басовики, вот вы видите, они называются 220-9, а в старой были 220-1. Остались прежние среднечастотные динамики. И поменялись твиттеры, что, естественно, видите, он на сферическую круглую форму имеет, в то время как в прототипе они были овальной формы. То есть вот таким образом изменены излучатели. Излучатели, дорогие друзья, я вам скажу, это вообще основа в акустических системах. От них зависит куда больше, чем от всего остального. Ну, кстати, о всем остальном. Проанализировав схему новой версии, я убедился, что конечные усилители остались теми же самыми. То есть 2800 и 2850 одинаковые выходные усилители. Но нас с вами, возможно, больше будет интересовать... Да, ну вот настройка порта, например, 2800 была такая. Вот примерно на 46, там 48, не помню, герц. Какая настройка порта будет в 2850, я не знаю, потому что по фотографии я такие вещи определять не могу. Но тем не менее, я хотел вам показать это, напомнить, что при даже другом переделе полос, все-таки настройка порта фазоинвертора имеет большое значение. И мне она пока, по крайней мере, неизвестна, какая она будет. Вот структурная схема новой модели. Она организована, конечно, иначе, чем была организована та 2800 версия. Но за исключением выходных усилителей, вот этот блок остался точно одинаковый. Значит, что мы видим? Вот Bluetooth сигнал поступает на Bluetooth модуль, поступает на дифференциальный усилитель, с которого поступает на переключатель сигнала, который принимает отдельно или по Bluetooth, или по RCA аналоговому входу, и поступает на декодинг чип U301. Мы потом посмотрим, что это значит. Это не что иное, как АЦП, дорогие друзья. То есть аналоговый сигнал в том или ином виде, то ли с Bluetooth, то ли поступающий по RCA входам, декодируется в цифровой поток. Поступает опять же на PWM, Digital Audio Processing, на процессор. Сюда же поступает через декодирующий чип оптический и коаксиальные сигналы.
выделяется отдельно сигнал для сабвуфера, вот здесь написано, но, к сожалению, не могу проверить, как он выделяется. То ли это сделано так, как в новых моделях типа 1700 TS, или как она там называлась, и представляет собой просто дублирование низкочастотного канала этой акустической системы, то ли это реально выделен канал сабвуфера и подается один на выход. Ну, отсюда в этом Digital PWM процессоре он управляется от контроллера, у которого есть регуляторы громкости, высоких частот, низких частот. Сюда же подключается пульт дистанционного управления, управляет этим всем сигналом, и переключатель входов, нажатием на который вы переключаете входы и в той системе, видимо, и в этой тоже будете переключать. Далее поступает на 3 блока усиления, тут нарисовано 2, просто это, естественно, басовые, они в мостик соединены, поэтому отдельно выделены и здесь. Это SE, то есть 2 усилителя МИДа и высоких частот на каждый канал. Вот такая вот структурная схема. Можно посмотреть, что имеется в виду под декодерный чип U301. Потому что я уже начал сомневаться, что он его декодирует. 9211. Ну вот, можете посмотреть, что это за микросхема, кого она куда декодирует, и сами ответить, собственно, на этот вопрос. Это мы уже посмотрели, это посмотрели. Старая система, вот ее данные, я напомню просто, кому интересно. Новая система имеет вот эти вот данные. Ну, еще тут отмечается тот самый выход на сабвуфер, который мы уже указали. Размеры, кстати, можно посмотреть, размеры различаются или нет. В частности, высота 461 мм отмечена, а здесь 463 мм. Но я думаю, что это в ножках там что-то порылось, то есть есть ножки или нет ножки. А тут 320, это, наверное, глубина, и 258 и 316. Ну, очень похоже. Да, тут 23 килограмма новая модель весит, и это, это мы не знаем, сколько весит. Не указали. Непонятно почему, кстати. Ну, это такое дело, дорогие друзья. То есть, вот, примерно я вам рассказал об этой системе, не видя ее ни разу. Чего вы от нее ожидаете, вы должны сформулировать сами. Некоторые люди говорят, вот мне купить старую такую систему или ждать вот эту новую. Какие могут быть причины ожидать новую, ну как это сказать? Какие надежды вы имеете на новую систему? Ну, Bluetooth кому нужен, к тому же aptX сразу, возможно, это вам покажется главным, важным, достаточно для того, чтобы ждать эту систему. На мой взгляд, повторю, это вот трансформатор питания заменен на современный импульсный блок питания. Третье, это выход на сабвуфер, однако. Если в этих колонках 2 басовых динамика по 8 дюймов, что может добавить сабвуфер? Не, на самом деле может, потому что даже меньшего калибра, там 6,5 дюйма сабвуфер, будет настроенный на нижний регистр, на сам, он довалит, безусловно, его на слух, конечно, услышите. Кстати, я такие вещи демонстрировать по ютубу не люблю, потому что вы послушаете на своей стереосистеме какой-то, ну там, не знаю, как паре колонок, и скажете, что сабвуфер вообще не слышно. Ну, ребят, это ваша проблема, то есть он на самом деле слышен, просто не цепляет ваша акустическая система, его диапазон, его зону действия. Вот. Еще люди писали о том, что ЧХ этих колонок, как я показал, нелинейно очень. Специально внесены предискажения в ЧХ для того, чтобы, в частности, самые маленькие колонки подобного рода играли линейно. Это технический способ, прием, но он исключает использование этих усилителей внутри этих колонок стоящих для других целей. Если вот этот усилитель можно использовать с любыми колонками, он линейный, так называемый, не очень правильный термин, но у него линейная ЧХ, то те усилители, встроенные в те колонки, они событийны, то есть они годятся только для того дизайна.
И все это вместе в куче обеспечивает довольно приемлемое, приличное звучание. Такие дела. Ну, еще можно пройтись по музыке, которую мы слушаем, и колонки, которые мы выбираем. Мне вообще не нравится, когда люди пишут о том, что называют китайскими подделками, ругаются грязными словами. Такое впечатление, что они золотой ложкой едят, честное слово. И дома у него голоса театра стоят, и комната у него 88 метров, а не 12. Вот. Понимаете, когда живешь в коробке от холодильника или в щели в стене, то нужно скромнее к этому всему относиться. Равная и музыка, которую мы слушаем. Я уже проходился по этой теме, мы слушаем не самую хорошую музыку. Вот эти все современные исполнители, я не беру классических или там общепризнанных каких-то мировых звезд, которые формируют, собственно, тренд, а наши пародирующие это все, или еще хуже, говорящие, что я так вижу, и вот подающие свою, в общем, скажем, не очень высокого класса технику, но это не очень хорошо, и это портит вкус, безусловно, потому что на фоне этой грязи вы, собственно, и формируете свои ощущения и начинаете анализировать, там, звучит высокие частоты достаточно хорошо или нет, в то время как следовало бы начать, на мой взгляд, выбрать исполнителя в себе более качественно, а потом начинать требовать аутентичности звучания. При этом, между прочим, лучше начать с комнаты, как-то ее там какими-то мягкими вещами, мебелью, интерьерными компонентами заполнить, с тем, чтобы, по крайней мере, не было порхающего эха, стояков и прочей гадости, которая мешает нам слушать музыку. Также недавно меня огорчило, не знаю почему, так резко рубануло, какой-то человек написал очередной комплимент в пользу старых советских акустических систем, в частности S90, и сравнил их опять с этими эдифайерами, сказав, что S90 значительно лучше. Вы понимаете, S90, как я уже говорил, они испортили вкус целых поколений нескольких советских людей, к которым я отношусь тоже. Но у меня не было этих колонок, поэтому считаю свой вкус не испорченным. Вот. А вот миллионы людей испортили вкус и невольно сравнивают то звучание, памятное по юности, с звучанием каких-то современных, допустим, акустических систем. Тут надо понимать две вещи. S90 позиционировалась как домашняя акустическая система для озвучивания комнаты. Эти вот эдифиры, они вот эти вот большие на самом деле колонки, вот, но они все равно мультимедиа, это настольные акустические системы. Они позиционируются для озвучивания ближнего поля, то есть поля вокруг непосредственно одного какого-то слушателя. То есть индивидуальная такая. Можно вдвоем, втроем там сгруппироваться, сесть. В принципе, можно их поставить где-то в углу или в коридоре и танцевать вот здесь. Да ради бога, хозяин-барин. Купил хоть огурцы соли. Вот. Но я же говорю о том, зачем они создавались. Так вот, создавались они для того, чтобы небольшое поле озвучить, и вовсе не для озвучивания комнаты, даже не говоря о залах каких-то. Вот. И вот на фоне вот этих вот популярности S90, а других систем, надо сказать, почти не было. Больших таких колонок. Маленькие были, там 10 масс, еще какие-то. Вот. Вот мелодии затейные, кирпичики были. Много чего было. У меня, кстати, не было. 10 масс были, больше ничего не было такого. Неважно это. То есть мое это мое, я не пытаюсь сказать, что у меня было что-либо лучше, чем у других. Вовсе нет. Я жил очень бедно. У меня мама учительница была, отца не было. И первый магнитофон я себе купил, когда съездил, грубо в стройотряд, там, некий заработок летом, скажем так. Вот, и купил себе приличный магнитофон Ростов 102 стерео. Вот. До этого у меня мусор какой-то был, неважно. Этими S90-ми испорчен вкус целых поколений. И мало того, что нам Жигулями испортили вкус к автомобилям, S90 испортили вкус к акустическим системам, к звучанию точнее. Что значит к акустическим системам? Это же лишь инструмент для подачи музыки нам. Так вот, звучание мы воспринимаем уже через призму тех воспоминаний юности. Вот. И вообще нас много чему испортили, поэтому, в общем, требовать чего-то лучшего в мире, в нашей с вами позиции, я бы, например, не стал.
как я написал одному человеку, что, судя по результатам голосования, в частности в моей стране, мы не самая умная нация, вот, и не только мы, а и рядом проживающие, то есть, как бы, скажем прямо, стремимся ко дну, с каждым годом закапываясь все глубже и глубже. Поэтому требовать какую-то музыку высшей категории качества звучания тоже смысла нет. Вот наш уровень такой вот S90 или вот этих мультимедиа колонок. Это нам подходит. Что касается голосования, напомню, если кто не помнит, что у Чаушеску было 98% одобрения на голосовании за 2 дня до его расстрела. Ну, это так, чтобы просто оживить. Может, кто-то не верит, что я там что-то не то говорю. Вот. Я никогда не ходил на выборы, кстати. Нет, 1 раз в жизни ходил на выборы. И уже жалею об этом. То есть в эти игры я не играю. Государство. Не втянете. Вот. А те, которые играют, вот это 90-95% населения. Им и музыка нужна другая, им и аппаратура нужна другая. Но ради бога не ругайте других, которые в самом деле что-то умеют делать. Ну, китайцев, например. Или там американцев, или там, не знаю, кого. Кто что умеет. Вот. Кто что умеет, тот молодец. А так как мы ничего не умеем, кроме грязи в интернете, Рунет называется, кто не понял еще, то вести себя надо скромнее. Или как комплекс Даунинга Крюгера, Николай Сухов о нем упоминал несколько раз. То есть надо от него уходить как-то, будьте немножко прогрессивнее, что ли. Ну, это мой жизненный совет. Меня сегодня тянет на философствование после вчерашнего, поэтому я себе такое позволяю. Ну, я же в самом начале выпуска рассказал про эту систему, правильно? Можно сказать, что это был обзор. Ну, обзор не обзор, звучания же нету все равно. А звучать должно немножко по-другому. Во-первых, басовые динамики другие, во-вторых, твиттеры другие, разделы полос, скорее всего, другие. Ну, блок питания вряд ли прям так скажется на звучании. Ну, короче, дорогие друзья, рад был сегодня с вами встретиться еще раз. Всего хорошего, до следующих встреч, пока.